волонтеры узнали про существование слепого котенка, который остался один на улице от свидетелей, заметивших его. Многие видели этого маленького беднягу, но только некоторые, самые жалостливые люди решили попытаться ему помочь. Кейт и Джоан постарались приехать на место побыстрее. Их ждало поистине душераздирающее зрелище. Совсем маленькая кошечка сидела на улице совершенно одна. Малышка была слепой, поэтому осталась совершенно беспомощной перед лицом опасностей, которые могли поджидать ее вокруг. Рядом была еще одна нуждающаяся в помощи кошка-мать, с 2 котятами. Однако волонтеры решили сначала помочь слепому котенку. Ему эта помощь была более срочно необходима. Девушки посадили котенка в переноску, где он начал беспокойно топать одеяло. Кошечка не могла понять, что происходит, потому что ничего не видела. Ей было очень страшно, она совершенно не ориентировалась в пространстве. Малышке дали имя Кёнши. В приюте ее хорошенько вымыли и дали еды. Она сначала боялась брать что-то из рук, но потом сориентировалась и съела все, что ей предложили волонтеры. Ветеринары после осмотра сказали, что помочь Кёнши невозможно. Глаза придется удалить, чтобы не распространялась инфекция. Спустя пару дней была спасена и оставшаяся часть семьи мать Кёнши и 2 ее братиков, которых раньше пришлось оставить на улице. Их подсадили к кошечке, чтобы близкие могли оказать ей поддержку. Кёнши довольно быстро прооперировали, и она вступила в период восстановления. Она и раньше была незрячей, так что привыкать к такой жизни ей не пришлось. Кошечка настолько хорошо ориентировалась в окружающем мире, что сложно было поверить в ее слепоту. Она опиралась на остальные свои чувства, чтобы бегать и играть как любой другой котенок. Недавно котенка забрала к себе одна женщина. Кёнши получила новое имя Черри. Их подсадили к кошечке, чтобы близкие могли оказать ей поддержку. Кёнши довольно быстро прооперировали, и она вступила в период восстановления. Она и раньше была незрячей, так что привыкать к такой жизни ей не пришлось. Кошечка настолько хорошо ориентировалась в окружающем мире, что сложно было поверить в ее слепоту. Она опиралась на остальные свои чувства, чтобы бегать и играть как любой другой котенок. Недавно котенка забрала к себе одна женщина. Кёнши получила новое имя Черри. Новый дом был тем, что действительно было нужно этому несчастному созданию. Кроме дома, она обрела нового друга другого кота по имени Чарли. Чарли тоже оказался слепцом, что позволило им с Черри быстро поладить, как и любая другая общая проблема. Вдвоем они стали жить намного лучше. Хотелось бы верить, что у Черри отныне все будет хорошо. Если вам понравилась история, подпишитесь на канал. Всем добра, любите животных.